Группа школьников прошла сначала 400 метров на северо-запад, затем 500 метров на восток, и потом еще 300 метров на север. Определить географические перемещения, путь, модуль и направление. Что известно? Известно о том, что группа прошла сначала путь 1, напишем S1 равно 400 метров на северо-запад. На северо-запад. Затем 500 метров на восток. На восток. И еще потом S3 300 метров на север. Определить весь путь и перемещение. Ну, скажем, если это север, это юг, это запад, это восток. Итак, группа начала движение на северо-запад. Северо-запад – это практически под углом 45 градусов между севером и западом. Как раз будет угол 45 градусов составляет. Так она прошла такое расстояние 400 метров. То есть угол, пишем так, 45 градусов, прошла расстояние S1, 400 метров. Затем она двинулась на восток, прошла расстояние 500 метров, S2. И с этой точки пошла на север на 300 метров, S3. Какой путь и какое перемещение? Ну, путь можем сразу посчитать. По карте у нас тут это север, это запад, это восток, это юг. Перемещение будет группы. Вот начальная точка, с которой они вышли, и вот конечная, которую они закончили. Вот график вектора перемещения, который будет направлен вот в эту сторону. Вот так. Можно определить это все. Если учитывать, что на северо-запад направление, когда группа шла, она прошла практически по диагонали квадрата. S1 у нас будет равно 200 метров. Это что не есть, это диагональ квадрата, которая здесь, вот эта сторона у нас будет, ну если обозначим сторону А, вот эта сторона А, так это будет равна S квадрат равно 2А квадрат. S1 квадрат равно 2А квадрат. Отсюда А будет равно корень квадратный из S квадрат, что делится на 2. Или равно S, деленное на корень с 2. Или просто, если домножим на корень с 2, будет S корней из 2 делить на 2. Либо равна S, мы знаем, это у нас 400, 200 корней из 2. Если корень с 2 мы принимаем вот такое значение приблизительное, корень с 2 приблизительно равно 1,41, тогда сторона А у нас будет равна 282. Сторона А у нас будет равна 282. Теперь мы перемещение можем найти из вот этого прямоугольного треугольника, где вот это тоже сторона А, вот этого квадрата. А вот эту часть мы можем определить как 500 метров отнять 282. То есть вот этот кусочек у нас будет равен S2 минус А или равно 500 метров минус 282. Вот эта часть будет равна 218 метров. Теперь этот прямоугольный треугольник хатит, этот известен, это у нас будет 218 метров, этот хатит будет 300 плюс 282 метра. Тогда можем определить длину вот самого перемещения. P будет равно корень квадратный из этих двух катетов. Первый катет у нас 218 в квадрате будет, метров в квадрате, плюс, а второй катет состоит из 300 метров плюс 282 метра. Или равно, это все в квадрате, равно 218. Метры, кстати, можно вынести даже из-под радикала, метры квадратные, просто будет метр. 218 в квадрате плюс 582 в квадрате. Цифры получаются громадные. Покажем, какие это цифры. Это будет 47 524 прибавить 338 724. Вы же понимаете, дело в том, что в любом случае это уже получается приблизительное вычисление по той простой причине, что мы взяли корень с 2 равен 1,41. То есть у нас получается равно метры выносим за корень, и то получается вот это громадное значение 386 248 и будет приблизительно равно 621,49 метра. Вот поймем приблизительно направление у него идет на северо-восток с определенным углом. Угол тут не требуется для определения, но можно определить и угол, если надо будет. Это у нас известно значение, допустим, этого катета. К этому можно определить синус, потом по таблице определить этот угол. Но во всяком случае P равно вот такое значение. А S, понятно, весь путь, который пройдет, это S1 плюс S2 плюс S3. S1 плюс S2
и плюс S3. Это 400 метров плюс 500 метров плюс 300 метров. 900 плюс 300 – 1200 метров. Прошла группа. Соответствующим образом вот ее перемещение. Это перемещение P вот так.